Приветствую всех гостей и подписчиков канала «Жизнь женщин». Тема сегодня непростая. Нужны ли женщины после 60 еще кому-то? Особенно те, у которых нет семьи. У некоторых мужья умирают, дети уже взрослые и живут своей жизнью. Бывает, что-то не сложилось в жизни, пошло не так. К старости много женщин остаются в одиночестве. Я часто на улице вижу таких женщин. Они очень грустные и очень много причин, по которым не сложилось. У таких женщин дома несколько кошек, либо же во дворе дома она подкармливает бездомных котов. Есть такие, которые любят активничать. Они танцуют, выступают на сцене с такими же людьми, пожилыми и одинокими. Есть еще один тип женщин пожилого возраста – домоседки. На улицу ее вытащить очень тяжело, разве что иногда за хлебом. У таких женщин, к примеру, есть дети, которые приезжают к ней раз в неделю, привозят продукты и одежду. Возможно, это от того, что у нее болят ноги, а может быть от лени или отсутствия радости в жизни. Вот не так давно познакомилась я с женщиной, которая владеет крупной компанией. Она одинокая, но пытается развлекать себя сама, много путешествует. Ну что же в этом хорошего, когда ты путешествуешь одна? Кто сделает фотографию, а кто поболтает с тобой за чашечкой утреннего чая? Старость – это финансовая незащищенность и в основном болезни. После 50 на работу устроиться непросто, а к 60 уже нереально. А пенсии, которую выплачивает государство, хватает только на еду да оплату коммунальных платежей. А ведь купить одежду, обувь тоже нужно. А лекарства? Без них в этом возрасте вообще никуда. Некоторым одиноким повезло чуть больше. У них есть племянники, братья, которые могут помочь в уходе. А затем квартира, дом или другая собственность им передается по наследству в качестве благодарного слова. В старости одинокие женщины практически никому не нужны, так же, как и мужчины. Возможно, только самим себе и родственникам, поэтому у каждого человека должны быть близкие люди, чтобы старость не была одинокой. Это, конечно, не самое лучшее, что могло бы случиться в жизни, но с близкими, друзьями намного веселее жить, чем проводить дни в одиночестве перед телевизором. А стареть никому не хочется. А что уж говорить про известных личностей, которые постоянно пытаются тебя сделать молодыми. Делают омоложение лица, липоксации, подтяжки. Есть те, кто действительно выглядит очень хорошо, а есть те, кому повезло не так. Особенно если взглянуть на нашу эстраду. Все такие перекачанные ботоксом, кожа со всех сторон натянута, что лицо выглядит очень некрасивым. А мне 60, и я научилась не бояться возраста. К этой цифре на личном календаре большинство женщин подходит со страхом. Так сложилось, что в нашем обществе ценится не мудрость и не старость. У нас культ молодости. Нельзя не быть молодым, здоровым, худым и красивым. И как только вам стукнет 30, ваш страх постареть масс-медиа будут только раздувать. Я не говорю, что плохо быть молодым, но поверьте, быть 60-летней ничуть не хуже и в чем-то даже лучше. 60 лет – это далеко не старость. Когда мне было 30 лет, 60-летний человек казался стариком, так что все дело в перспективе. Помните, как в детстве бесконечно долго тянулось время до твоего дня рождения или до Нового года? Сейчас эти праздники сменяют друг друга так быстро, что не успеешь моргнуть глазом. Но даже в этом можно найти свои плюсы. Я теперь больше ценю время, стараюсь жить со смыслом и ловлю любое значимое мгновение, чтобы завести его в свою жизненную копилку. Стараюсь не тратить время на то, что кажется неважным. А сколько еще таких мгновений у меня будет впереди? Я мудра и опытна, но я еще могу многому научиться. Я многое повидала и накопила жизненный опыт. Я понимаю, сколько еще не успела узнать, но самое главное, я не потеряла интерес к знаниям, которые сделают мои последующие годы более интересными и насыщенными.
То, что в молодости воспринимается как само собой разумеющееся, смена работы, новое хобби, переезд в другую страну, после 60 становится чуть ли не подвигом в глазах окружающих. Все начинают восхищаться твоей смелостью и активностью. Нет, может, кто-то и осуждает, но это, как правило, тот, кто вообще всегда всех осуждает, независимо от возраста. Но ведь ничего не изменилось, кроме цифр. Я все та же. Моя жизнь еще не закончилась. И в 80 лет люди бегают в марафоны и прыгают с парашютом. А уж записаться на курсы дизайна или маникюра может любой. Может, что-то и болит, но бывает и хуже. Конечно, здоровье с возрастом не улучшается. И уже что-то побаливает и подтягивает периодически. Но я знаю, как с этим справляться, и знаю, какая таблетка от чего помогает. Я благодарю Бога, что у меня нет серьезных проблем со здоровьем. Но, с другой стороны, у многих молодых здоровье хуже, чем у меня, а кто-то уже и умер. Поэтому, даже если у меня что-то когда-то и побаливает, пусть это значит, что я еще жива. Легче придерживаться здорового образа жизни. Уже просто трудно травить себя. Организм сам посылает четкие сигналы, нужно ли есть конкретный продукт или нет, нужно много еды или лучше ограничиться маленьким кусочком. Не послушаетесь, заплатите изжогой, несварением или мигренью. А иногда уже просто не хочется жирного или мясного. Рука сама тянется к легкому салатику. Вещи – это только барахло. Наконец пришло осознание, что покупка очередной вещи добавляет больше забот и уменьшает жизненное пространство. Да и денег не так много. Уже нет особого желания следить за модой. И это чувство ответно. Мода все меньше обращает внимание на меня. И в этом ей помогает масс-медиа, что мне нельзя носить декольте, не допускается мини в этом возрасте, как будто я и так не знаю. По большому счету, мне в 60 лет уже все равно, что обо мне подумают другие. И если мне вдруг захочется надеть что-то броское и яркое, то будьте уверены, я так и сделаю, потому что знаю, как, куда и по какому случаю. А деньги и время я найду, куда пристроить. На семью, на встречи с подругами, на интересные поездки. То есть на приятные впечатления. Они, в отличие от барахла, всегда со мной. Так что мне 60, и я не старая, я новая. Я по-новому смотрю на жизнь, и передо мной еще много дорог. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Не забудьте подписаться на мой телеграм-канал, чтобы быть всегда на связи. Ссылка будет в описании. А я благодарю всех за лайки, репосты и отзывы. До новых выпусков. Пока!